Автомобиль проехал первую половину пути со скоростью 10 метров в секунду, а вторую 15 метров в секунду. Найти среднюю скорость. Доказать, что средняя скорость меньше, чем среднее арифметическое значение этих скоростей. Итак, у нас задача выглядит таким образом. Автомобиль проехал первую половину пути, он проехал скоростью 10 метров за секунду, а вторую половину пути проехал 15 метров за секунду. Найти среднюю скорость и доказать, что средняя скорость меньше, чем среднее арифметическое значение этих скоростей. И доказать о том, что v среднее будет меньше, чем v1 плюс v2, чем среднее арифметическое этих скоростей. Это нужно доказать. Какая у нас картинка? Вот у нас расстояние, деленное пополам. Первую половину пути он проезжает 10 метров за секунду, вторую половину пути он проезжает с скоростью 15 метров за секунду. Если весь путь обозначим через s, как всегда, половина этого пути будет s пополам, и эта половина пути будет s пополам. v среднее в данном случае будет равно полностью путь, деленное на все время, которое использовано для прохождения первой половины и второй половины. t у нас будет равно t1 плюс t2. Первую часть автомобиль проехал со скоростью v1, и время ушло t1. И вторая часть, естественно, с скоростью v2, и время t2. Мы можем сразу сказать о том, что из вот этих значений, что у нас есть расстояние s, деленное пополам, но пока это еще неизвестное расстояние s, мы взяли величину дополнительную для того, чтобы решать эту задачу. И тогда время t1 будет равно расстоянию, которое автомобиль проехал первую половинку пути, то есть s пополам, это первая половина пути, деленное на v1. Естественно, точно так же второе время, которое автомобиль потратил на то, чтобы проехать вторую половину пути, это s пополам, деленное на v2. Подставим значение t1 и t2 вот в это выражение для того, чтобы понять, чему будет равно t. t равно. Вместо t1 подставляем его значение s пополам на v1. И вместо t2 подставляем значение вот это. Плюс s пополам на v2. Что можно сразу сделать? Вынеси за скобки s деленное на. Что в скобках останется? Единица деленная на v1 плюс единица деленная на v2. t у нас будет равно, запишем вот такое выражение. t равно s делить на 2, s пополам, а это приведем к общему знаменателю. Общий знаменатель v1 на v2, естественно, здесь домножитель v2, здесь домножитель v1. Итого вверху будет v1 плюс v2. И теперь v среднее будет равно чему? s деленное на t. s, а что у нас t? Вот у нас t. И t деленное на 2, и здесь скобки v1 плюс v2, деленное на v1 на v2. Равно. Давайте освободимся от многоэтажности знаменателя. S у нас остается v1 плюс v2, а 2, что множится на v1 и на v2, уйдет числитель. Того мы получаем такое выражение. S этот остается. Это еще осталось от старого значения. Вот это S. Множится на двойку и множится на v1, что множится на v2. Вот это будет числитель. Внизу знаменатель. S, что множится на v1 плюс v2. Итого S можно сократить. Что у нас получается? 2v1 множится на v2 и делить на сумму v1 плюс v2. Можем посчитать, какое это будет значение. 2, что множится на v1, это 10 метров в секунду. Что множится на v2, это 15 метров в секунду. Делится. Метры секунды можем вынести за скобки. Тут будет 10 плюс 15 и метры секунды. Одна из метров секунды можем сократить. Что мы получим? 2 на 10 на 15 метров в секунду и делить на сколько? На 25. Что мы здесь можем сделать? Можем сократить 15 и 25 сократим на 5. Тут будет 3, тут будет 5. Теперь эту пятерку сократим с 10. Что здесь будет? 2, здесь будет 1. Итого будет 4, 2. 2 умножить на 2, умножить на 3 и метра за секунду. Это будет единица, которую пренебрегаем, получаем 4 на 3, получаем 12 метров за секунду. Это мы определили среднюю скорость. То есть мы ее нашли. Теперь нам нужно доказать о том, что средняя эта скорость будет меньше, чем средняя арифметическая двух скоростей. Вот средняя скорость у нас, вот выражение средней скорости. Средняя арифметическая двух скоростей будет v1 плюс v2, деленное на 2. И мы должны доказать, что это будет больше средней скорости. Что это будет больше, чем 2, что множится на v1 на v2 и делится на v1 плюс v2. Давайте это неравенство избавим от знаменателей. Давайте домножим и левую, и правую часть на вот такое выражение. 2, что множится на v1 плюс v2. Домножим. Что мы здесь получим? И левую сторону, и правую сторону. Неравенство не поменяется. Мы домножили на одинаковое выражение. Итого мы получаем с левой стороны 2, что множится на v1 плюс v2,
Это множитель, который мы домножаем. Теперь то, что было с левой стороны, множится на v1 плюс v2 в скобках, деленное на 2. Больше, чем 2, что множится на v1, что множится на v2, делится на скобках v1 плюс v2 и множится на вот этот множитель, который мы умножаем левую и правую часть. И множится на 2 v1 плюс v2. И пока ничего не доказали, ничего не поменяли, то есть в величинах. Теперь смотрите, что получается. Двойка, эта двойка сократилась. Здесь сократилось вот это значение, вот это значение. То есть мы избавились от знаменателя. Что мы получали с левой стороны? Квадрат суммы. Мы получили v1 плюс v2 в квадрате должен быть больше, чем 4 v1 умножить на v2. Теперь давайте откроем этот квадрат и получим, что мы увидим. v1 квадрат плюс 2 v1, что множится на v2, и плюс v2 в квадрате. Должно быть больше, чем 4 множится на v1, что множится на v2. Давайте перенесем вот это значение сюда. Оно перейдет со знаком минус. Итого мы получим под этим, что получаем. v1 квадрат плюс 2 v1 на v2 плюс v2 в квадрате и минус 4 v1, что множится на v2, должно быть больше нуля. Теперь посмотрите, вот эти члены у нас одинаковые, поэтому мы складываем, получаем v1 квадрат минус 2 v1 умножить на v2 плюс v2 в квадрате должно быть больше нуля. А что это такое? Это же квадрат разницы. То есть v1 минус v2 в квадрате должно быть больше нуля. Какое не было вот это значение с минусами, плюсами и так далее, в квадрате оно всегда будет больше нуля. Поэтому мы и доказали о том, что среднее арифметическое значение всегда будет больше, чем среднее геометрическое. Мы получили 12 метров за секунду среднюю скорость, а среднее арифметическое значение, если мы сложим 10 и 15, будет 25 разделим на будет 12,5. То есть 12,5 будет больше, чем 12 просто. С другой стороны, мы доказали вот это выражение, которое мы получили, что квадрат разности всегда будет больше нуля. Потому что какие бы числа тут не были, всегда они будут больше нуля. Вот и все.